Друзья, всем привет! Сегодня начну с ответов на ваши вопросы. Есть очень интересный вопрос, ответ на который будет интересен для всех. Как сделать живот плоским? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать все наше существо, которое состоит из трех составляющих: биохимия, структура и наши эмоции. С точки зрения биохимии, мышцы живота соответствуют тонкому кишечнику, то есть ассоциированы с тонким кишечником. И если в тонком кишечнике есть процессы воспаления, паразиты, то это значит, что наши мышцы живота, они могут быть расслабленными, не в тонусе и приводить к тому, что ваш живот, сколько его бы ни качай, он будет все равно оставаться таким, как есть, и не удовлетворять ваших, можно сказать, амбиций. Итак, что же нужно делать? Первое. Нужно понять свой тип метаболизма и придерживаться диете. Второе. Нужно пройти антипаразитарную программу, чтобы убрать паразитов в вашем тонком и толстом кишечнике. Третье. Необходимо убрать воспалительный процесс. Очень хорошо для этого помогает глютамин, такая аминокислота, которую вы можете принимать по 5 грамм утром и вечером. Есть противопоказания при приеме глютамина, это вопросы, проблемы с почками. Поэтому имейте в виду, начинайте с небольших дозировок. На моем опыте могу сказать, что глютамин очень хорошо воздействует на мой кишечник европейского типа метаболизма и помогает подтянуть живот, сделать его стройным. Плюс глютамин помогает восстанавливать ваши надпочечники, давая вам больше энергии. Следующая плоскость – это биомеханика. Дело в том, что когда есть проблемы с кишечником, укорачивается квадратная мышца поясницы. И происходит такой гиперлордоз. И таким образом положение вашего таза, оно начинает меняться. Положение таза формируется из крепких ягодиц, которые подтягиваются и выравнивают таз. Когда ягодицы слабые, когда есть гиперлордоз, укороченные квадратные мышцы поясницы, они могут быть укорочены из-за того, что есть проблемы в толстом кишечнике, потому что квадратная мышца поясницы ассоциирована с толстым кишечником. И таким образом в любом случае нужно подходить к биохимии. Однако параллельно можно включать в свой тренировочный процесс практики миофасциального релиза. Что это значит? Вы можете выкатывать двойным мячом вдоль позвоночника, особенно область поясницы. Таким образом вы воздействуете на нейролимфатические точки и приводите в баланс квадратную мышцу поясницы. Также очень хороший лайфхак – это выкатывание вашего живота с помощью мяча. Когда вы выкатываете мышцы живота, мячиком вы также воздействуете на глубокие фасции, которые могут перенапрягаться, если в кишечнике есть какие-то вопросы. Поэтому в первую очередь вы, конечно же, применяете меры по коррекции вашей биохимии и параллельно выполняете упражнения. Лежать на мяче поначалу нужно от 5 минут, затем ваши фасции и ваши мышцы будут подтягиваться, и вы сможете лежать поменьше. Поначалу вам будет казаться, что это сложно достаточно, вы будете чувствовать напряжение, но потом это напряжение будет уходить. И еще один секрет биомеханики, он связан с тем, что ваши мышцы живота напрямую зависят от ваших приводящих мышц. Это еще один секрет, в основе которого лежит понимание миофасциальных цепочек. Поэтому, когда вы тренируетесь и хотите, чтобы ваши мышцы живота включились в работу, вам необходимо в первую очередь прокатать приводящие мышцы, ваш живот, поясницу и, конечно же, ягодицы, чтобы они включились в работу. Попробуйте данные методы на себе, напишите результат, возможно, вы почувствуете его на протяжении этой недели.